Ты не умеешь смотреть кино. Сейчас половина людей такая: в смысле не умею? Спокойно. Ты не один такой. Большинство людей уверены, что смотрят как надо. Пока они не знают, что у зрителя тоже есть уровни. И эти уровни – целый путь от «я просто ем попкорн и кайфую» До человека, который смотрит кино как соавтор, а не как пожиратель контента. И в этом видео мы покажем 7 уровней эволюции зрителя. Любители кино поймут, почему одни фильмы заходят, а другие пролетают мимо. Авторы же увидят, с каким уровнем зрителя говорят их фильмы. И почему часть людей не догоняет, даже когда сценарий вроде бы сильный. Пока смотришь это видео, попробуй честно признать, на каком уровне застрял именно ты. А в финале мы дадим короткий чек-лист и расскажем, что нужно сделать, чтобы подняться хотя бы на одну ступень выше. Смотри внимательно, потому что после этого видео твоя жизнь разделится на до и после. Вспомни свои первые фильмы. Ты смотрел их как ребенок, которого впервые привели в парк аттракционов. А возможно, ты и был ребенком. Смотрел без предрассудков, не загоняясь, кто режиссер, какой жанр, высок ли рейтинг на Кинопоиске. Помнишь тот фильм? Тот самый, где ты верил каждому слову. И если герой плакал, ты горевал вместе с ним. А если он бежал к мечте, хотелось мчаться рядом. Тебя не волновало, как это снято. Цвет, решение по композиции, монтаж. Это все будет потом. А тогда важными были лишь твои чувства. Кино на этом уровне как первая влюбленность. Она просто случается. Накрывает, выжимает, вдохновляет. И единственная мысль – еще. И это самый честный, наивный и сладкий этап зрительского опыта. Без анализа и снобизма. Только ты и история на экране. Но однажды ты включаешь очередной привычный фильм и ловишь себя на мысли: а куда делась магия? С этого начинается твой путь на следующий уровень. Ты уже видел много фильмов, и в какой-то момент тот самый вау-эффект от любого блокбастера заканчивается. Видел слишком много взрывов, поцелуев под дождем и спасений мира за 2 часа. И вдруг привычный ритуал «включу что-нибудь на вечер» перестает работать. Ты пробуешь другие жанры и настроения, лезешь в корейские триллеры, аниме или фестивальное кино, о котором простой зритель обычно говорит: что это вообще за дичь? Ты уже смотришь не то, что все обсуждают, а кто это снял и что у него есть еще посмотреть. И тут происходит забавная вещь. Включаешь очередной хайповый релиз и ловишь себя на мысли: я это уже видел, только актеры другие и бюджет гораздо скромнее. И такие фильмы больше не дают тебе ничего нового. Ты досматриваешь их по инерции или спокойно бросаешь на середине, и мир не рушится. Зато, когда попадается что-то необычное, нестандартный герой, жанровый микс, свежая интонация, ты прямо оживаешь. И снова в груди то удивительное чувство. Ты начинаешь копать глубже. Топы Кинопоиска, АМДБ, подборки, фильмографии, ретроспективы режиссеров. Ищешь не идеальный фильм, а новый опыт. Да, ты все еще в поиске ощущений, но ты уже не согласен на первое попавшееся. У тебя появляется вкус, а вместе с ним и легкое подозрение, что за всем этим есть какая-то система. Почему одни истории кажутся одинаковыми, а другие вдруг срывают шаблон? И где-то здесь появляется тот самый вопрос. Так, я хочу знать, как это все устроено. Да, в какой-то момент ты перестаешь быть просто зрителем и становишься тем, про кого друзья говорят: ты вроде у нас по кино, так объясни, что тут происходит. Ты читаешь книги, смотришь киноразборы, а возможно даже пошел учиться на режиссера, сценариста или оператора. Привет, гик! У тебя уже натренированный взгляд, ты видишь монтажные склейки и чувствуешь, как режиссер дирижирует сценой. Замечаешь, как крупный план вдруг сменяется общим, и сцена начинает дышать по-новому. Ты знаешь про золотое сечение и правила третей. Считываешь цвет как настроение. Теплый значит открытость и доверие, а холодный – боль и одиночество. Улавливаешь, как звук подводит к эмоции. Тишина перед срывом. Шорохи в хорроре. Музыка, которая запускает у зрителя мурашки, когда надо.
На этом уровне ты почти физически ощущаешь конструкцию сцены и можешь на ходу сказать: вот тут точка невозврата, а здесь нужен именно такой ракурс, а здесь сценарист специально давит на нерв. Да, теперь ты умеешь смотреть кино. И это кайф. И немного проклятия. Магия кино будто исчезает, обнажая скелет машины по производству эмоций. Ты уже не можешь просто смотреть. Тебе важно анализировать. Глаз будто сам цепляется за еле видимые швы. Ага, экспозиция пошла. О, чеховское ружье повесили. А тут звуком прикрыли косяк кадра. Иногда это даже мешает. Фильм еще даже не успел начаться, а ты уже такой: о, знакомый прием. Или такой финал я уже видел. Неожиданностей все меньше, да. Но знаете, зато появляется странное чувство, будто за всей этой техникой еще один слой, который пока ускользает. Кино больше не может одурачить тебя приемами. Оно говорит с тобой о чем-то большем. Ты достаточно пожил и многое увидел. Знаешь про структуру мономифа и путь вечного героя в кино и литературе. И в какой-то момент ты ловишь себя на том, что фильм вроде бы закончился, а ты сидишь и думаешь, но не как это снято, а о чем это было для тебя. Ты как охотник выслеживаешь смыслы. Истории перестают быть просто про любовь, про войну или про одиночество. Ты видишь в фильмах ответы или хотя бы честные попытки их найти. Вдруг выясняется, что этот фильм был про цену свободы, а здесь пересобрали старый миф под новые реалии. А этот фильм не просто космическая опера, а целый миф о юнгианской тени, от которой нельзя убежать. Ты замечаешь архетипы: герой, тень, наставник. Видишь метафоры: город как тюрьма, дом как тело семьи, поезд как судьба, с которой нельзя сойти. Слышал? Это где-то позади тебя нашептывает бессознательное. Сны, оговорки, странные образы, которые стали будоражить тебя сильнее, чем сюжетные повороты. После фильма ты не задаешься вопросом, понравился он тебе или нет. Ты чувствуешь послевкусие и спрашиваешь себя, что, черт возьми, это было? Почему эти образы были в одном из моих последних снов? Как автор вшил в один фильм идею реинкарнации, инвокации и предназначения? Кино становится похожим на ночной разговор на кухне с умным, местами занудным, но честным собеседником. Где-то вы совпадаете, где-то спорите, где-то он бесит, а где-то ты ловишь себя на мысли, что он сказал за тебя то, что ты сам хотел бы произнести, но боялся. И если ты замечаешь в себе это, значит, ты всерьез вошел в режим охотника за смыслами. И главное теперь не превращать его в охоту за теми, кто мыслит неправильно. Потому что дальше по лестнице тебя ждет еще более коварный уровень. Набирайся смелости и иди дальше за белым кроликом, все глубже и глубже погружаясь в бездонную кроличью нору. Однажды тебе становится мало формы и даже смысла. И ты начинаешь видеть знаки, символы, числа. И чем больше смотришь, тем сильнее ощущение, что большое кино – это не просто история на вечер, а зашифрованные послания. Ты замечаешь, что кадры подозрительно рифмуются, сцены повторяются, а детали будто случайно совпадают. И где обычный зритель скажет: «О, красиво снято!» Ты такой: стоп, смотри сюда. Это же не просто так. Неужели ты не видишь? Ты начинаешь чувствовать, что за каждым большим фильмом почти всегда стоят какие-то политические, религиозные или философские идеологии. Кино превращается в поле битвы за человеческие умы. Тебя не просто развлекают. Тебе вживляют оптику, формируя твой взгляд на прошлое, настоящее и будущее мира. Добро пожаловать в очень камерный клуб зрителей, которые замечают эти закономерности и жмут на паузу чаще, чем дышат. И вот ты пересматриваешь фильмы, которые видел до этого десятки раз, и распаковываешь смыслы и знаки, которые всегда были у тебя под носом. Просто раньше ты не был к ним готов, потому что у тебя не было ключей. И да, на этом уровне волосы реально начинают шевелиться. И местами даже редеть. Но
Ты маниакально продолжаешь сопоставлять кадры, сравнивать сцены, отмечать числа, даты, имена, потому что тебе уже мало удобной трактовки. Нужна картинка целиком. Кто, зачем и в чьих интересах говорит с тобой через фильм и чего на самом деле от тебя хотят. Это очень мощный, но в то же время очень опасный уровень, потому что между «я вижу глубже» и «везде заговор» проходит очень тонкая красная линия. Но если удержаться и не скатиться в паранойю, воспринимать коды как еще один язык кино, этот уровень способен стать трамплином к следующему. Но здесь лучше взять паузу. Ты гасишь экран, и наступает оглушительная тишина. Момент, когда становится важным не то, что ты посмотрел сейчас, а то, что с тобой теперь будет. Потому что фильм теперь не заканчивается на титрах. Он остается внутри тебя, как еще один кусочек пазла, который встраивается в твою личную картину мира. Ты больше не делишь кино на развлекательное или умное. Ты можешь одновременно кайфовать от погони в блокбастере, видеть, как она сделана, считывать тему и при этом осознавать, что этот эпизод делает с твоим восприятием жизни прямо сейчас. Истории перестают быть разрозненными впечатлениями. Они рифмуются, складываются в одну большую историю того, как устроен мир. И твой главный вопрос к фильму теперь: добавил ли он новый штрих? Теперь ты как будто живешь в странном двойном режиме. Одна часть тебя — обычный зритель, который смеется, переживает и влюбляется в героев, а другая — спокойный внутренний редактор, который фиксирует, где история честная, где манипулятивная, а где она сценарно слаба. А где-то один маленький эпизод вдруг вытащил целый фильм. Кино на этом уровне становится способом чуть-чуть собрать себя. А сильный фильм на этом уровне остается с тобой не просто красивой цитатой, а целым решением, которое однажды всплывет в реальной жизни. И чем больше таких разговоров внутри, тем сильнее чувствуется. Тебе еще труднее ограничиваться только чужими историями. В такие моменты после титров в голове появляется мысль: а я бы сделал это иначе, сказал бы иначе. И уже правки в голове. Сюда бы ту сцену, здесь выдержать паузу, а цели у того героя переписать. Все, поздравляю. Теперь ты не можешь быть просто зрителем. Все эти годы чужие фильмы что-то пересобирали в тебе, настраивали, учили чувствовать, думать, спорить, давали ответы, давали надежду. Возможно, ты вышел за тесные зрительские рамки еще ранее, уже пробовал что-то писать или снимать, но сейчас ты чувствуешь колоссальную разницу. Теперь ты не просто понимаешь язык кино, ты говоришь на нем сам и задаешь себе очень важный вопрос: а каких смыслов не хватает? Но главное, хватит ли мне смелости дать их миру? Пройденная эволюция зрительских уровней вдруг собирается в инструменты. Эмоции первых фильмов, чтобы понимать, что должен чувствовать зритель. Опыт искателя нового, чтобы не делать копии копий. Техника, чтобы создать скелет истории. А охота за смыслами – быть честным с собой и с миром. Чтение кодов поможет осознанно внедрять символы и глубину. На этом уровне кино перестает быть чем-то далеким, некой бездушной индустрией, которая где-то там далеко делает фильмы, которые мы с вами здесь обсуждаем. Ты понимаешь, что кино создает человек, который воздействует через него на людей, и в том числе за пределами кинозалов. И если раньше ты мог злиться на фильм за манипуляции, пустоту, честность или ее отсутствие, теперь ты сам берешь ответственность за то, что будет происходить со зрителями, которые посмотрят твою историю, и как после этого будет меняться их жизнь. Ты продолжаешь любить кино как зритель, но в кино ты приходишь уже не за тем, чтобы узнать, о чем говорят другие авторы, а за тем, чтобы узнать себя настоящего и начать новый разговор со зрителем. Теперь ты изредка смотришь кино, а ведь ты и есть кино. Идеи и смыслы переполняют тебя, требуя воплощения. Ты берешь в руки камеру или ноутбук, садишься в кресло режиссера или монтажера и становишься тем, кто создает миры. Путь зрителя завершился, чтобы дать начало пути автора. Ну что, мы прогулялись по всей лестнице зрительских уровней. От «включи что-нибудь под пиццу» до «я отвечаю за то, что происходит со зрителем». И сразу важный момент. В
В чистом виде уровни встречаются только первый и второй. Дальше это смешение. Ты можешь быть на третьем и что-то уже создавать, например, кино, но при этом не видеть, что открывается на пятом или шестом. Подытожим. Сегодня ты узнал, что у зрителя есть 7 уровней эволюции. Возможно, примерил их и честно нашел себя на одном из них. Но главное, ты понял, что умение смотреть кино – это навык, который можно прокачать. А теперь обещанный чек-лист. Лови тот уровень, где узнал себя. И забирай действие, которое поможет тебе шагнуть на одну ступеньку вверх. Если после фильма ты говоришь что-то вроде норм, или фигня, или из аргументов у тебя только «какой классный актер», ты на первом уровне. Шаг вверх. После каждого фильма ставь ему оценку от 1 до 10 и фиксируй 3 момента, которые зацепили. Например, сцену, герой или фразу. А если тебе уже скучно от одинаковых релизов и ты охотишься за странным, редким кино, ты на втором уровне. Шаг наверх. Почитай книги, например, по сценаристике. Или пройди курс «Кино глазами режиссера». Погоди. Это что, реклама? Нет, никакой рекламы. Это просто классное и простое решение начать видеть кино больше обычного. А если ты видишь монтаж, планы, цвет, объясняешь друзьям, где мидпоинт, а где ружье, твой уровень 3. Шаг наверх. Возьми один фильм и задай себе вопросы. Какие темы меня триггерят в нем? Чего на самом деле хотел добиться антагонист? О чем для меня был этот фильм? И вы удивитесь, что вам откроется. Вот, например, я когда-то разбирал просмотренный мной до дыр фильм «Назад в будущее», первая часть. И я обнаружил, что одной из тем фильма является «Может ли яйцо воспитывать курицу?». А если ты легко определяешь тему фильма, архетипы и метафоры, ты на 4 уровне. Шаг вверх. Сначала нужно расширить свой кругозор в сторону политики, религии, эзотерики, любым удобным для тебя способом. Начни с Вики. Это проще всего. Потом на примере противоречивого фильма погрузись в контекст. Как он создавалось, почему, зачем. Смотри и пересматривай. Фиксируй все, что попадает в кадр. Числа, знаки, образы, символы или звуки. Расшифровав их символическое, политическое, философское или тайное значение, ты получишь результат, который сможет тебя удивить. А если ты видишь паттерны, символы, числа, ловишь идеологию, ты на 5 уровне. Шаг наверх. Здесь очень важно наиграться. Массовое кино создают люди, которые гораздо умнее рядового зрителя. Поэтому у главных картин не бывает пустых кадров. Каждый аспект в этом кино важен. Но нужно стараться смотреть фильм как комплексное произведение, без анализа частного. И перестань уже ставить его на паузу каждый раз. А если ты умеешь одновременно чувствовать фильм, видеть технику, вытаскивать из него опыт для жизни, ты на 6 уровне. Шаг наверх. Практически любой фильм способен повлиять на человека и его отношение к жизни. Попробуй при просмотре найти и зафиксировать моменты, которые меняют именно тебя. И записывай все идеи, сюжеты, мысли, которые рождаются в тебе. Это как кирпичики, из которых ты будешь строить свой храм. А если ты чувствуешь, что кино больше не является тайной, и ты не просто пишешь, снимаешь или монтируешь, а думаешь, как ты повлияешь на зрителя, ты на 7 уровне. Просто доведи историю до конца. Да так, как сделал бы это только ты. И покажи ее людям. На какой бы ступени ты ни находился сегодня, не переживай. Нет правильного уровня. Ведь практически на любом уровне кино способно заставить тебя чувствовать, думать и искать. А еще оно может удивлять и отвечать на вопросы. При просмотре следующего фильма попробуй смотреть на полуровня выше. А мы тебе в этом поможем. И обязательно напиши в комментариях, на каком уровне ты сейчас и куда хочешь двинуться дальше. Спасибо, что досмотрел. Оставайся с нами, если хочешь эволюционировать как зритель и растить в себе автора. Подписывайся, чтобы не пропустить наше следующее видео про секретный язык кино, о том, как кино управляет твоими эмоциями, программирует тебя на смех, страх или слезы. Мы, сценаристы Эльмира и Владислав Веселовы, благодарим за твое время. ЗТМ. ЗТМ.